Всем привет! На рынке аудиоплееров существует достаточно мало качественных моделей в диапазоне около $100. И вот эти два плеера, наверное, самые популярные в этом сегменте. Это HiBear 3 Mark II и Shanlink M1+. У них одинаковый форм-фактор – это плееры без Android, со своей собственной оболочкой. Они близки по параметрам, функционалу и размеру. Но их стиль и внешний вид достаточно сильно отличаются. И что удивительно, и внутри у них тоже много различий. Но обо всем по порядку. В этом видео я расскажу о параметрах каждой модели, покажу, что вас ждет в интерфейсе, расскажу о звуке и попытаюсь объяснить, почему они такие разные. Все это есть в тайм-кодах. Поехали. Сначала корпуса и внешний вид. Тут вы сами все видите. У них очень близкий размер и практически одинаковый вес – 118 и 116 грамм. Но дизайн корпуса сильно отличается. У HiBear 3 скругленные углы, благодаря которым плеер удобно лежит в руке. Грани немного шероховатые. Колесико громкости сильно выступает, но в настройках можно включить, чтобы громкость регулировалась только при включенном экране, чтобы не было случайных скачков громкости, когда плеер лежит в кармане. Кнопки небольшие, но они легко различимы на ощупь и четко нажимаются. Но лично мне непонятна вот эта логика объединения двух кнопок. Как будто вместе обычно качелька громкости, но здесь это плей-пауза и следующий трек, а предыдущий трек отдельно. Это меня каждый раз сбивает немного. А вот у Shanlink M1+ корпус с такими острыми гранями, как будто вырубленный из куска металла. Он явно менее удобно лежит в руке, но за счет небольшого размера это не очень критично. Зато есть ощущение более премиального продукта. Колесико здесь больше утоплено в корпус, его сложнее случайно задеть. Кнопки тоже угловатые, они выпирают из корпуса, но достаточно жесткие, и их случайно не нажмешь. У HiBear все разъемы находятся снизу, что, на мой взгляд, правильнее. А у Shanlink разъемы наушников сверху, а Type-C снизу. А лучше было бы как раз наоборот. В настройках можно повернуть экран, но тогда расположение кнопок и колесика становится совсем непривычным. Теперь экраны. В обоих плеерах они неплохие, с большим запасом яркости. Но у HiBear он сильно уходит в зеленые оттенки. Здесь мне в целом не нравится блеклость интерфейса. В настройках можно сделать темную тему и выбрать основной цвет, но это все равно получаются такие оттенки одного цвета. Можно было бы сделать что-то поярче и поконтрастнее. А вот у Shanlink на экране чувствуется сразу разница в более чистом оттенке белого и в четком и контрастном интерфейсе. Оболочка здесь у каждого своя, и логика работы достаточно сильно отличается. И сразу скажу, что у HiBear интерфейс мне показался менее понятным и удобным. Теперь подробнее по функционалу. Сначала HiBear 3 Mark II. На главном экране у нас 6 основных пунктов. Это локальная музыкальная библиотека, стриминговые сервисы Tidal и Qobuz, беспроводные подключения – это Bluetooth, Wi-Fi и управление через HiBear Link, чтение текстовых книг, не знаю, кому это нужно в эпоху смартфонов, переход в режим USB ЦАПа и общие настройки устройства, те, которые касаются в основном интерфейса. Возвращаемся в музыку. Это ваша библиотека аудиофайлов. Все песни, списки по альбомам, по артистам, по жанрам, либо прямой доступ к папкам с файлами. Переход к плееру с текущей песней происходит с любого уровня меню по свайпу влево. Здесь вот есть важные иконки, которые можно сразу не заметить. Это, во-первых, все ваши списки понравившихся песен, последнее, что вы слушали, и ваши плейлисты. И, во-вторых, это переход в настройки звука. Попасть туда можно только отсюда, а не из основных настроек устройства. И тут настроек, связанных со звуком, очень много. Особенно все восхищаются вот этой системой настроек MSEP. В отличие от эквалайзера, она дает возможность пользователю настраивать как бы понятные для него характеристики звука. Это общая теплая холодная тональность, глубина и текстура баса, плотность звука, окраска вокала, мягкость верхних и низких частот, быстрота импульсного отклика и объемность звука.
Как вы думаете, такие термины и такое обилие настроек – это понятнее для обычного пользователя? Конечно, все это можно покрутить на слух, но есть шанс, что ты накрутишь все куда-то не туда. И это еще все помимо стандартного эквалайзера и дополнительной функции расширения звукового поля. Это все преподносится как одна из наиболее продвинутых функций плеера в Hybe. Но есть одна особенность – эти технологии работают не со всеми файлами. Вот здесь я протестировал и собрал в табличку, на каких частотах дискретизации флаг поддерживаются работой MSEP и эквалайзера. То есть с 88 кГц перестает работать эквалайзер, а со 192 перестает работать MSEP. Ну и на DSD тоже ничего не работает, но это еще можно понять. Это концептуально такой формат, который нужно слушать без корректировок. При этом, когда перестают использоваться эти обработчики звука, никакой индикации или уведомления об этом нет. Только опытным путем можно это определить. И какой тогда смысл во всем этом? То есть у меня часть фонотеки будет играть с обработкой, а другая без. Так что я все это отключил, и дальнейшее сравнение звука буду делать без каких-либо программных обработчиков. Теперь перейдем в Shanlink M1+. Здесь у нас все основные разделы находятся на одном таком листаемом экране. Это и разделы музыкальной библиотеки, и тут же основные настройки. И что хорошо, мы можем включить или выключить, какие из них показывать. К сожалению, их нельзя быстро сортировать, они добавляются в конец после включения. Итак, здесь навигация по папкам, альбомам и исполнителям, плейлисты и понравившиеся композиции. И 2 пункта настроек. Все, что касается самого устройства, и то, что связано со звуком и воспроизведением. По настройке конкретно звука здесь только выбор цифрового фильтра и эквалайзер. И эквалайзер по той же схеме, как у Hybe, работает не со всеми файлами флага и, конечно, не работает с DSD. Вообще-то тут настроек тоже достаточно много, но они больше касаются логики воспроизведения. Кстати, в обоих плеерах можно включить русский язык в интерфейсе, просто не все корректно переведено. Поэтому мне проще в настройках разбираться, когда там все на английском. Еще отличие от Hybe то, что здесь мы переходим в плеер с текущей композицией, либо вот по этой иконке, которая есть на каждом экране, либо по свайпу вверх мы попадаем на главный экран, и здесь уже внизу можно нажать на плеер. Еще интересно, что помимо основной функции проигрывания музыкальных файлов, у каждого из этих плееров есть и дополнительные возможности. Понятно, что к ним помимо проводных наушников можно подключить по Bluetooth и TVS наушники, но, на мой взгляд, это сомнительное удовольствие. Но то, что для меня является ценным, это то, что их можно использовать в качестве Bluetooth ЦАПа, то есть передавать на них музыку с телефона. И работает это очень неплохо. На Shanlink подключение в таком режиме к телефону происходит просто за один клик. Кто бы что ни говорил про качество звука по Bluetooth, но я активно использую такие Bluetooth ЦАПы типа iFi Go Blue, особенно где-то в дороге. Они позволяют к проводным наушникам добавить удобство и комфорт управления звуком с телефона. И вот эти плееры, по сути, могут быть такими устройствами, особенно учитывая то, что они не сильно больше их по размеру. И еще сильно расширяет функционал этих плееров использование стриминговых сервисов. На Shanlink можно подключить только Tidal, но им сейчас пользоваться практически нереально. А вот на Hybe есть еще и Qobuz, и это очень круто. Вот здесь Hybe молодцы. Если вы ничего не знаете про Qobuz, попробуйте его послушать, сначала хотя бы на телефоне. Да, там есть определенные нюансы по подключению, но даже сейчас есть возможность найти подписку за очень небольшие деньги. Qobuz — это огромная библиотека музыки и high-res качества практически без каких-то компромиссов. Хотя мне больше нравится звук более мягкий на Apple Music, но это только на смартфоне можно слушать. А здесь на Hybe при подключении Qobuz мы получаем весь этот функционал, и все это очень неплохо работает даже на такой примитивной системе. В отличие, кстати, от возможности слушать на Hybe интернет-радио. Это такая скрытая функция, но о ней все же написано где-то на сайте Hybe. Для этого вам нужно текстовый файлик со списком радиостанций закинуть в корень флешки. И у вас в плейлистах появляются эти радиостанции как отдельный плейлист. Но работает это все плохо. Поддерживаются только потоки в MP3 с низким битрейтом. Я уже не говорю про радиостанции, вещающие в lossless форматах. Да и в MP3 там бывают какие-то периодические затыкания и обрывы. Ну а на Shanlink даже и функции такой нет. Теперь, наконец, про звук. Начнем с Hybe. Когда я вот только включил его, мне сразу показалось, что не хватает запаса громкости.
Я взял наушники побольше с сопротивлением 120 Ом, и на максимальной громкости они просто слишком тихо звучали даже на высоком гейне. Это было очень странно. Я знал, что мощность здесь заявлена 340 мВт на наушниках 32 Ома, в отличие от 660 мВт на SHANLink, но 340 это тоже достаточно много. Не должно быть так тихо. И покопавшись в интернете, я узнал, что это программное ограничение для безопасности ваших ушей, и хитрым способом его можно отключить. Нужно зайти в настройки в раздел About и потыкать несколько раз в версию прошивки, прямо как на Android-смартфонах. После этого у вас появляются опции разработчиков, в которых можно снять блокировку громкости, и громкости сразу становится достаточно. Ну все, теперь точно про звук. И чтобы сразу снять вопросы аудиоскептиков, расскажу, как я сравниваю звучание разных устройств. Я использую достаточно качественный селектор сигнала, к которому подключаю оба плеера одновременно. Подключение с балансных выходов плееров на XLR, и с XLR снова на балансный выход для наушников. На плеерах синхронно запускаю на воспроизведение один и тот же музыкальный файл. Использую один и тот же программный плеер с одинаковыми настройками. Естественно, все обработчики звука и эквалайзера на обоих устройствах отключены. Предварительно устанавливаю одинаковый уровень громкости при помощи замера осциллографом уровня сигнала 1 кГц. И вот такое быстрое переключение между плеерами в процессе прослушивания дает возможность четко услышать различия в звучании этих устройств. После того, как я составлю представление о звуке, я использую слепой тест для подтверждения своих впечатлений. Итак, мои впечатления. В обоих плеерах используются ЦАПы от ESS, и я ожидал услышать близкое звучание. Но оно отличается радикально, и явно не в пользу Hybe. На нем звук четкий и детальный, но какой-то пустой и плоский. Больше воздушности, но при этом больше шуршания и звона на высоких частотах. Раздутый и невесомый бас с большим объемом, но малым весом. Нет глубины и телесности. И в отличие от него на SHANLink звук более динамичный, насыщенный и плотный. В нем есть брутальность и весомость. Есть какая-то резкость, в отличие от воздушности Hybe. Но высокий здесь гораздо мягче, звук теплый и бархатистый. Это более интересное и вовлекающее звучание. Я бы не назвал оба этих плеера техничными. У них явно есть проблемы с аналоговой частью. Вот эта резкость в звуке у SHANLink, ее совсем нет в Bluetooth ЦАПе AP6 от того же SHANLink. А ведь там практически такое же железо используется. И еще важно то, что это все ЦАПы от ESS, со всеми вытекающими последствиями в виде подчеркивания высоких частот и дискретного характера звука. Но при всем этом SHANLink M1 Plus за свою цену звучит очень неплохо, очень динамично и драйвово. Но звук Hybe для меня полное разочарование. Пожалуй, из всех источников звука, которые у меня были, мне меньше всего его хочется слушать. Почему так получилось, что похожие по форм-фактору и близкие по цене плееры звучат так по-разному? Посмотрим на характеристики их железа. На SHANLink стоит основной процессор более мощный следующего поколения, но на скорости работы интерфейса это практически незаметно. А вот что действительно важно, это то, что используются совсем разные ЦАПы, хоть они оба и от ESS. В отличие от Hybe, где стоит более старый ЦАП ES9219C, в SHANLink используется ES9069Q, который не только новее, но который технологически выше по всем параметрам, и по разрешению, и по динамическому диапазону, и по уровню искажений. Но еще больше может влиять на звук реализация усилительного каскада. Hybe не раскрывает подробности, и скорее всего там используются усилители, встроенные в сам ЦАП ES9219C. А у SHANLink стоят две SGM8262. Это отдельные мощные усилительные микросхемы. Отсюда и высокая мощность на выходе и совсем другая динамика звука. То есть вывод вам, я думаю, уже понятен. У Hybe я вижу только один плюс – это возможность работать с Qobuz. Да, там больше всяких программных наворотов, но даже они не позволяют вытянуть этот унылый звук. И да, если вы будете сравнивать его по звучанию, например, со смартфоном, Hybe звучит детальнее и более раздуто, что ли, и это может показаться преимуществом, если не сравнивать с источниками с нормальным звуком. И на этом фоне SHANLink, конечно, выигрывает. Он стоит процентов на 20 дороже, но по качеству звука это просто другой уровень. Если человек выбирает плеер в таком формате, то есть не на Android, он понимает, что жертвует функциональностью и удобством прежде всего ради звука.
Если вам нужны удобство и функциональность, берите лучше тогда FIO GM21. Если вам нужен звук, берите Shanling. Или даже какой-нибудь Bluetooth CAP. Как ни странно, они тоже могут хорошо звучать. И помните, что все мои оценки очень субъективны. Вам может нравиться совсем другой звук. И, возможно, HiBR3 – это как раз то, что полностью удовлетворяет вашим запросам. Это не значит, что кто-то из нас не прав, просто у людей бывают разные предпочтения и критерии оценки. А на этом, пожалуй, все. Пишите ваше мнение в комментариях, я с удовольствием их читаю и стараюсь отвечать. Всем спасибо за лайки и подписки. Пока.